На экране уход Стива Карелла из офиса был идеальным. Его завершающий эпизод «Прощай, Майкл» и те сцены прощания в офисе и в аэропорту Спэм были очень эмоциональными и удовлетворяющими. Они показали, что Майкл Скотт наконец-то обрел любовь, которую всегда жаждал, и что самое главное, он заслужил ее. Когда-то легко ранимый и обидчивый, отчаянно нуждающийся в одобрении Майкл превратился в человека, который уже не относился к себе слишком серьезно и больше не нуждался быть в центре внимания. После длинного и тяжелого Слова моей подружки! После длинного и тяжелого пути, его будущее с восхитительным и немного придурковатым персонажем Холли Флекс было предопределено. Майкл Скотт вырос, и пришло время уходить. Но как бы хорошо ни сыграл Стив Карелл сцены прощания, они не должны были стать концом его пребывания в шоу. Как-то раз, выступая на подкасте Брайана Баумгартнера «Устная история офиса», продюсер Бен Сильверман и редактор Клэр Скэнлон объяснили, что Карелл был готов остаться в шоу, но канал NBC разочаровал его. Когда проект «Офис» начал свою работу, все актеры подписали стандартные контракты, обязывающие их сниматься в случае успешности проекта в 7 сезонах. Пилотный выпуск шоу славился тем, что он был одним из самых низкорейтинговых, когда-либо тестировавшийся на NBC. Но все изменилось в 2005 году. Фильм «40-летний девственник» сделал Карелла звездой комедии, на которую руководство NBC сразу обратило внимание, и только поэтому дало второй шанс на жизнь проекту «Офис». По мере приближения крайнего срока актерских контрактов на 7 сезонов, с 2009 по 2010 год все актеры «Офиса», кроме Карелла, пересмотрели условия еще на 2 сезона. Для главного продюсера Грега Дэниелса этот факт дал понять, что Карелл собирался уйти, но по словам редактора и режиссера «Офиса» Клэр Скэнлон, это было не так, рассказала она в подкасте. Стив сказал, что он бы вернулся, но они даже не пытались связаться со мной. Одна важная деталь заключается в том, что в период 6 по 7 сезон в 2010 году корпорация Comcast купила контрольный пакет акций NBC Universal и заменила председателя канала на своего. Согласно подкасту Брайана, складывалось впечатление, что новая верхушка была мало знакома с сериалом «Офис» и не понимала, каким благом было то, что Стив Карелл, а на тот момент уже крупная звезда, возглавлял актерский состав. После того, как исполнительный продюсер Грег Дэниелс ушел в конце 4 сезона, чтобы начать спин-офф, который превратился в парки и зоны отдыха, а продюсер «Офиса» Бен Сильверман покинул NBC в 2009 году, на канале просто не осталось никого, кто бы мог бороться за судьбу шоу, или чтобы убедить начальство в важности повторного подписания контракта с Кареллом. Затем, в апреле 2010 года, когда 6-й сезон «Офиса» был в эфире последние месяцы, и любое здравомыслящее руководство канала должно было расстелить красную ковровую дорожку перед Стивом Кареллом, чтобы уговорить звезду продлить договор. Этого не произошло. В тот период Карелл ездил в Великобританию, рекламирует свой новый фильм «Безумное свидание». Выступая на BBC Radio, ведущий спросил Карелла о его будущем в «Офисе». И Стив публично заявил, что его контракт истекает после следующего сезона. На вопрос, останется ли он, Карелл ответил: «Я так не думаю. Вероятнее всего, это будет мой последний год». Карелл тогда ожидал, что подобное публичное заявление достигнет верхушки канала NBC и вызовет внимание к ситуации, за которой последует серия встреч с руководством, и продленный контракт будет у Стива в кармане. Но никаких предложений не последовало. NBC Universal просто отпустила Карелла без боя, оставив Дандеру Мифлин Скрентона без своего регионального менеджера. Да уж, тяжело расставаться, просто пиздец. Неохотное решение Карелла не продлевать свой контракт, которое не было оспорено каналом, по крайней мере, дало достаточно времени, чтобы спланировать хороший уход персонажа Майкла Скотта. По этому поводу есть интересный факт. Персонаж Холли Флекс в раннем сценарии была задумана только как временная любовница для Скотта, предназначена для того, чтобы увидеть, как Майкл взаимодействует со своей первой настоящей романтической сверстницей, так как босс Дандер Мифлин Джен и агент по недвижимости Карелл решительно не считали Майкла равным себе. В результате всего стало ясно, что Холли должна будет сыграть решающую роль в жизни Майкла и завершить его сюжетную линию счастливым концом. Еще факт. Стив сам придумал то, чтобы Майкл тайно улизнул из офиса за день до его большой прощальной вечеринки. Стив Карелл сказал Брайану, это было бы самым элегантным доказательством его роста как человека, потому что Майкл всегда жил ради того, чтобы быть отмеченным другими. Он хотел быть в центре внимания, и он из тех, кто ждал одобрительного похлопывания по спине. Он хотел, чтобы люди думали, что он забавный и обаятельный и все такое. Но тот факт, что он уйдет со своей
своих больших проводов, предпочтя попрощаться очень личным образом отдельно с каждым персонажем, мне показалось, что это найдет больший отклик у зрителей, объяснил Стив. Съемки эпизода «Прощай, Майкл» были эмоциональной пыткой, рассказал Карл в подкасте. Представь, что ты прощаешься с кем-то дорогим тебе надолго. Это было просто переполнено эмоциями, радостью, печалью и ностальгией, но в то же время это было действительно красиво. Я очень дорожу этим эпизодом, потому что он позволил мне окончательно договориться со всеми. Самая последняя сцена прощания была снята с Джоном Красински, но самая запоминающаяся сцена была с Дженной Фишер в роли Пэм, которая почти упускает свой шанс попрощаться и просто догоняя ловит Майкла в аэропорту. Пол Фейг был режиссером этого эпизода, и он сказал Фишер подбежать к Карлу и пообщаться с ним не как персонаж Пэм с Майклом, а как Дженна со Стивом. Не имело значения, что она сказала, потому что звук не будет записан. Дженна рассказала Брайану в подкасте. Я подбежала к Стиву и просто сказала ему, как я буду скучать по нему, и как я благодарна за его дружбу и возможность работать с ним. А дальше я рыдаю, и он рыдает, и мы обнимаемся, и я не хотел отпускать его, и он не хотел, чтобы сцена заканчивалась. А затем, наконец, Пол Фейг говорит «стоп, вырезать». В результате они так долго рыдали и обнимались, что Фейг попросил Дженну сделать это еще раз, но быстрее. Слова моей подружки!